Мать и дети в родильном отделении находились в состоянии повышенной готовности, когда медсестра Лена Смирнова поспешила в родильный зал. Там она обнаружила Алису Петрову, едва достигшую 14-летнего возраста, чье молодое лицо искажалось от усилий по рождению 3 новых жизней. Ужас девочки был осязаем, но многолетний опыт Лены помог ей сохранять спокойствие. Это была не просто очередная роды, это был момент, который изменит множество жизней. Медицинский персонал перемещался и координировал свои действия вокруг них, когда близнецы начали появляться на свет. На протяжении всего процесса Лена оставалась сосредоточенной на Алисе, наблюдая, как выражение ее лица меняется от облегчения к нарастающему панике с каждым рождением. Роды прошли успешно, и Лена ожидала, что за этим последует обычная радость. Но вместо этого она увидела лишь тени в глазах Алисы. Дни, следующие после родов, нарисовали тревожную картину. Алиса выполняла все рутинные действия по кормлению своих дочерей, но чего-то важного явно не хватало. Лена часто приходила на помощь, держала одного младенца, пока Алиса заботилась о другой, при этом замечая растущее расстояние в взгляде молодой матери. Самым тревожным было полное отсутствие посетителей, ни семьи, ни друзей, ни даже отца ребенка. Когда Лена спрашивала о именах для близнецов, молчание Алисы говорило больше, чем слова. Лена видела весь спектр новой материнства, от мгновенной всепоглощающей любви до нарастающего мрачного состояния после родовой депрессии. Но что-то в ситуации Алисы казалось другим, более сложным. Отстраненность молодой матери углублялась. Она начала отказываться держать свои дочери на руках, проводя часы, уставившись в телевизор больничной палаты, слезы время от времени скатывались по ее щекам. В одну тихую ночь Лена заметила возможность разрушить эти стены. «Привет, Алиса», — тихо сказала она, подходя к кровати. «Не против, если я присоединюсь?» Алиса подтянула одеяло ближе, как бы защищаясь от нежелательного разговора. Тем не менее, Лена осторожно продолжала. «Мне нужно спросить, где все? Твои родители, отец ребенка?» Одна слеза скатилась по щеке Алисы. Лена предложила салфетку, затем села в терпеливом молчании, зная, что некоторым историям нужно время, чтобы выйти на свет. Она не получила ответов той ночью, но вернется. Что-то в истории Алисы нуждалось в том, чтобы быть услышанным, и Лена была готова слушать. Дни проходили, Алиса оставалась недоступной, окутанная своей защитной тишиной. Затем, неожиданно, на ее лице появилась небольшая улыбка, первая, которую Лена увидела со дня рождения близнецов. Ее сердце забилось от этой искры света, этой возможности связи. «Как приятно видеть тебя улыбающейся», — осторожно произнесла Лена, усаживаясь рядом с кроватью. Но ее слова, казалось, разбили тот временный покой, который удалось достичь Алисе. Улыбка исчезла, уступив место выражению, которое заставило Лене затаить дыхание, чему-то сырому и раненому, что она раньше никогда не видела. «Тебе лучше уйти». Голос Алисы едва был слышен. Когда Лена осталась, полная решимости не покидать свою пациентку, шепот Алисы стал резким. «Ты можешь прекратить притворяться, что тебе не все равно, просто чтобы успокоить свою массу». Упрек ранил, но Лена продолжила. «Я не притворяюсь, Алиса. Я хочу помочь». Я сказала: «Убирайся», — прервала ее Алиса, сдерживая слезы. «Ничего не поможет, хорошо?» Лена попробовала еще раз. «Стать матерью страшно, но есть пути». Горький смех вырвался из уст Алисы. «Ты не понимаешь? Эти дети не самая большая проблема, я просто хочу быть одна». Лена отступила, наблюдая, как Алиса повернулась к стене. Слезы бесшумно катились по ее щекам. В коридоре Лена не могла. Шейк угнетающее чувство, что что-то более темное таится под поверхностью беспокойства Алисы.
Каждый день она смотрела, как другие новички папы покидают больницу, сияя радостью, в то время как Алиса оставалась заточенной в своем частном мучении. Когда вечер приближался, Лена начала свои обходы с ужиновой тележкой. Ее разум бурлил вопросами о ее молодой пациентке. Но когда она повернула в коридор к комнате Алисы, она остановилась. Там, снаружи комнаты девушки, стоял молодой человек, нервно шагая взад-вперед, крадучись взглядами через дверной проем. Его присутствие вызывало больше вопросов, чем ответов. Фигура в капюшоне срабатывала на каждый сигнал тревоги в профессиональном инстинкте Лены. После дней без посетителей, почему кто-то скрывается снаружи комнаты Алисы, намеренно скрывая свое лицо? Пульс Лены учащался, когда она передала свою тележку коллеге и подошла к незнакомцу. Как только он заметил ее, он подорвался к бегству. Обувь Лены скрипела по полированному полу, когда она преследовала его, ее крик раздавался по коридору. «Эй, стой!» Но он исчез, оставляя вопросы и нарастающий страх о том, что его присутствие значит для ее молодой пациентки. Когда Лена вернулась в комнату Алисы с ужином, она нашла девушку спящей, уязвимой и не подозревающей, что кто-то наблюдал за ее бессознательной формой. Эта мысль вызвала дрожь у нее. Она поставила поднос и осторожно разбудила Алису, чье раздражение от пробуждения быстро рассеялось, когда Лена описала их таинственного посетителя. «Мужчина в капюшоне смотрел на тебя из дверного проема», объяснила Лена, изучая лицо Алисы. «Когда я подошла, он побежал. Ты знаешь, кто он мог быть?» Выражение Алисы изменилось. На ее лице появилось смешение признания и чего-то более темного. Она сделала глубокий вдох, прежде чем ответить. «Да, он тот, кто больше не должен быть в моей жизни. Спасибо, что проявляешь заботу обо мне», – тихо добавила Алиса. Это была первая искренняя теплота, которую она проявила с момента поступления в больницу. Слова повисли между ними как мост, хрупкий, но реальный. Лена почувствовала, как открывается дверь, но знала, что ей нужно осторожно подходить. После дней молчания, возможно, Алиса наконец была готова поделиться своей историей. «Он кто-то близкий для тебя?» – осторожно спросила Лена. Легкий кивок Алисы казался победой, но когда Лена продолжила, предложив помощь, она увидела, как стены девушки вновь поднялись. Позже, тем вечером, Лена нашла Алису, свернувшуюся в клубок, плечи тряслись от безмолвных слез. Без колебаний она обняла молодую мать. «Расскажи, что с тобой не так», – прошептала она. «Позволь мне помочь». Алиса подняла размазанное слезами лицо. «Я не могу с этим справиться», – выдавила она. «У меня нет ничего, что отдать этим детям. Ничего». Она глубоко вдохнула. «Я совершенно одна. У меня никого нет», – продолжала Алиса, ее голос едва слышен. «Не больше». Лена крепко держала ее. Воспоминания о собственном прошлом возникали. Слова Алисы вырывались, сначала колеблющиеся, потом в спешке. История родителей, которые отвернулись, исчезнувшего отца и подавляющая тяжесть ответственности, давящей на плечи подростка. Когда Алиса говорила, Лена узнала отголоски своего пути в словах девушки. Годы назад она была той напуганной подросткой, которой приходилось сталкиваться с материнством без поддержки. Воспоминание закалило ее решимость. «Слушай меня», — сказала Лена нежно. «Тебе не нужно проходить через это в одиночку, не больше». Она сделала предложение без колебаний. Свой дом, свою помощь, свое понимание. Это было не просто сочувствие, которое росло в ее решении, а глубокое признание. Она не могла изменить свое прошлое, но могла убедиться, что еще одна молодая мать получила ту поддержку, в которой она когда-то отчаянно нуждалась. Лена обратилась в администрацию больницы с непоколебимой уверенностью, изложив ситуацию Алисы и свое предложение о поддержке. После тщательного рассмотрения им было одобрено временное жилье для Алисы и ее близнецов, пока будут сделаны более постоянные меры.
То, что началось как неопределенность, расцвело надеждой. Лена мобилизовала свою сеть, коллег-медсестер, бывших пациентов, друзей, и поддержка хлынула. Ящики с подгузниками появились, крошечная одежда, бутылочки и предложения о помощи. Алиса смотрела в тихом восторге, как незнакомцы объединились вокруг ее маленькой семьи. Каждый подарок и жест медленно растапливали лед одиночества, который сковывал ее сердце. По мере того, как недели проходили, преобразование было незаметным, но глубоким. Дочери Алисы получили свои имена – Анна, Саша и Мила. И их мать становилась все более уверенной с каждым кормлением, каждым сменой подгузника, каждой маленькой победой. Лена оставалась постоянным присутствием, направляя Алису через сложный процесс заботы о 3 новорожденных. С растущей решимостью Алиса постепенно строила свое будущее. Она устроилась на неполный рабочий день, планировала вернуться в школу и научилась балансировать между работой, образованием и материнством. Тот напуганный подросток, который вошел в родильный зал, начал исчезать, уступая место молодой женщине, открывающей свою силу. Их история проходила через коридоры больницы, затрагивая другие жизни. То, что началось как кризис, превратилось во что-то необыкновенное. Свидетельство стойкости, силы безусловной поддержки, о том, как надежда может укорениться даже в самом тяжелом грунте. Лена наблюдала за метаморфозой Алисы с тихой гордостью, зная, что их связь превышала традиционные границы медсестры и пациентки. В помогать Алисе найти свой путь Лена приобрела нечто ценное. Напоминание о том, что иногда самое глубокое исцеление происходит не от медицинских процедур, а от простого акта одного человека, который протягивает руку другому. Годы сгладили острые края начала их истории. Близнецы Алисы росли в энергичных девочек. Их смех заполнял дом, который она построила с решимостью и грацией. Лена с тихой гордостью наблюдала за тем, как Алиса совмещает материнство с учебой и работой, удивляясь, как далеко проделал тот испуганный подросток. Затем на их пороге появился Сергей, разрушив их долгожданный мир. Аня первой среагировала, ее охранительный инстинкт вспыхнул. «Ты не должен здесь быть», — сказала она, вставая на пороге. «Ты потерял это право, когда сбежал от них». Лена появилась за ее спиной, знакомые черты мгновенно вызвали ярость. «Уйди», — приказала она с холодным голосом. «Алиса не хочет тебя видеть». «Пожалуйста», — удивление Сергея прорывалось в его словах. «Я изменился, у меня теперь есть работа, я хочу все исправить, быть с моими дочерьми». Суматоха привела Алису с верхнего этажа. Она медленно спускалась, крепче заворачивая ночную рубашку, как будто это было ее броней. Когда она увидела Сергея, время, казалось, сворачивалось. На мгновение она увидела того, кого любила в школе, до того, как все разрушилось. Сергей. Его имя вырвалось из нее, как едва заметный шепот. «Алиса, мне очень жаль». Он шагнул вперед. Надежда и сожаление боролись на его лице. «Я знаю, что я все испортил. Я испугался и сбежал. Но я здесь сейчас. Пожалуйста, дайте мне шанс быть отцом, которого они заслуживают». Аня встрепенулась. «После всего, что ты с ней сделал, ты не сможешь просто так прийти и забрать ее». Тихий голос Алисы прервал напряжение. Она прошла мимо своих защитников, чтобы прямо взглянуть на Сергея. Страх все еще присутствовал, но что-то еще тоже. Стальной стержень, закаленный в горниле прошлого года. Она изучала лицо, которое когда-то значило для нее все, взвешивая серьезность его слов,
против горы доверия, которую ему нужно было восстановить. Гнев Ани вспыхнул. «Ты не можешь просто вернуться, как будто ничего не произошло. Где ты был, когда она была испугана и одна, когда она больше всего нуждалась в тебе?» «Я знаю, что не заслуживаю прощения». Голос Сергея стал хриплым. «Но я все равно прошу его, пожалуйста, Алиса». Алиса стояла, застыв между ними. Воспоминания накатывали на нее, как волны. Бесконечные ночи, когда она плакала, засыпая, парализующий страх перед лицом материнства в одиночку, мечты, разбитые его отсутствием. Но под болью скрывалось что-то еще. Отголоски того, что они когда-то делили, прежде чем все разрушилось. «Ты причинил мне боль», — наконец сказала она. Ее голос был тверд, несмотря на дрожащие руки. «Почему я должна верить, что сейчас все по-другому?» Плечи Сергея опустились. «Я был напуган, Алиса. Я сбежал, потому что не знал, как с этим справиться. Но я вырос. Я хочу быть тем отцом, которого заслуживают наши девочки». Тишина растянулась между ними, тяжела с невыразимыми словами и непроверенными обещаниями. «Мне нужно время», — наконец сказала Алиса. «Вернись утром. Мы поговорим тогда». На лице Сергея отразилось облегчение. «Спасибо. Я больше не испорчу ничего». Когда он повернулся, чтобы уйти, голос Ани пробился сквозь ночной воздух. «Если ты снова причинишь ей боль, Сергей, ты ответишь за это передо мной». Лена сжала плечо Алисы, пока фигура Сергея исчезала в темноте. «Тебе не нужно сейчас принимать никаких решений. Мы здесь, что бы ты ни выбрала». Алиса сидела у окна той ночью, наблюдая, как тени играют на лужайке. Она больше не была той испуганной девочкой, которую Сергей оставил. Материнство закалило ее в нечто более сильное, и она построила семью, основанную на своем выборе. Аня, Лена, ее дочери, которые доказали свою любовь через подарки, а не обещания. Утро придет, принося Сергея и его мольбы о искуплении. Но на этот раз Алиса встретит его на своих условиях, с мудростью, полученной от трудного опыта, и силой искренней поддержки за спиной. Ее история теперь была ее собственной, и любую главу, которая пришла дальше, она могла написать своей рукой ради своих дочерей, а не ради него.